В одной группе Курска в соцсети появилась публикация, которая никого не оставила равнодушной, но только на словах. В посте шла речь о старой и больной немецкой овчарке Яре. Выяснилось, что хозяева не кормили и не лечили собаку, несмотря на ее тяжелое состояние, и даже не пускают в дом, чтобы погреться, хотя ее заболевание возникло именно из-за холода и постоянного нахождения на цепи. И это такая благодарность за верную службу в течение 13 лет. Хозяева ее просто списали и нашли ей молодую замену. Об этом стало известно одной женщине. Тогда она стала навещать Яру, чтобы хоть как-то ей помочь. Однако без ветеринара все ее усилия были напрасны. Когда Яру женщина привезла в ветеринарную клинику, то все были в шоке, поскольку даже бездомные животные выглядят лучше, а ее состояние наводило на мысли о том, почему она еще жива. Бедное животное не справляло малую нужду неделями. Яра просто не могла. После посещения ветеринара, женщина вернула собаку в хозяевам и думала забрать к себе во двор, но это не годилось, ведь лечение в таких условиях не принесло бы результата. Подключились волонтеры и стали думать, как спасти Яру. Первым делом они решили познакомиться с собакой. Они увидели, что у собаки стоит даже не будка, а полуразвалившийся деревянный ящик, а рядом нет ни еды, ни даже воды. Животное сидело на цепи, передвигалось Яра с трудом и глядела на людей несчастными глазами. Волонтеры еле сдерживали свои эмоции при этом взгляде. Питомица сразу стала идти на контакт, вероятно, надеясь, что ей помогут. Хозяева овчарки вели себя безучастно, словно это их не касалось, а на просьбу пустить Яру на время лечения в теплый коридор, стали возмущенно говорить, мол, если вам нужно, то забирайте собаку и занимайтесь ею, а в доме ей делать нечего, она нам не нужна, ведь от нее нет уже никакого толка. Девушки не знали, что им делать, осознавая свое бессилие, поскольку больной Ярой некому было заниматься, средств нет, кураторов тоже нет и передержки нет. Тогда они решили обратиться ко мне. Я не могла отказать, ведь мне было очень жаль собаку. За что она терпит такие муки на старости лет? У нас тоже проблематично, что-то придумать с теплой передержкой, и я не знала, как это решить. Смогла договориться, что ее несколько дней поддержат в стационаре в ветклинике. Все услуги за лечение за вчера я оплатила, купила хороший корм, поскольку сухой она есть не может, миску, амуницию, девочка сегодня довезла памперсы. Ярочка все принимает с такой благодарностью, хотя это не ее вина, даже лечение, которое не особо приятно, наконец довольна и с аппетитом кушает. Взгляните, какая она худая. Собачка очень смелая, терпеливая, умная, добрая, дружелюбно ведет себя с людьми, прямо тянется к ним, ведь ей так не хватало заботы всю жизнь. В стационаре тепло и спокойно. Конечно, со здоровьем плохо, но у Яры появилось желание жить. Она каждый день ожидает наших волонтеров, которые обязательно придут, принесут вкусной еды, выведут на прогулку, приласкают и скажут, что все будет хорошо. Ветеринары в клинике отличные и все делают по своей возможности. Я очень надеюсь, что они смогут справиться с ее сложным заболеванием.